Убийство автомеханика Харьковской автобазы прямо на рабочем месте. 23 мая 1967 года в 7 утра водитель грузовика Богдан Куцик пришел посмотреть, как идет ремонт его машины. В смотровой яме лежал мертвый работник предприятия 30-летний Александр Воробей. Медэксперт определила причину смерти – множественные удары по голове тяжелым тупым предметом. Смерть наступила в результате перелома костей черепа и кровоизлияния в мозг. Время смерти – вечер прошлого дня, около 19-20 часов. Криминалист нашел на месте преступления монтировку. На ней между зубцами видны были частицы запекшейся крови. Но отпечатков пальцев не было. Предположительно, их стерли лоскутком ткани, который нашли в смотровой яме. Неровные края тряпки говорили о том, что это, скорее всего, обрезок, который остается у портнихи после раскраивания ткани. Сыщики также нашли кровавый след обуви 42-го размера. Эксперты точно определили, не кровь пролилась на след, а кто-то вступил в кровь. На полу лежала коробка от немецкой зажигалки «Имка». Такая зажигалка – вещь недешевая. Надпись говорила о том, что это подарок дорогому другу Саньку от Вити. Саму зажигалку ни в карманах убитого, ни в ремонтном боксе не нашли. Шофер Богдан Куцик, который обнаружил тело, рассказал, что он не местный, сам из Полтавы. На этом предприятии появился из-за того, что его машина поломалась прямо на дороге. Он вез в грузовике ранние тепличные овощи из Полтавы в Воронеж. Под Харьковом сломался бензонасос. Связался со своим руководством. Через несколько часов ожидания на дороге машину отбуксировали на Харьковскую автобазу. Ремонт поручили механику Александру Воробью. Водитель просил приступить к ремонту побыстрее. Продукция может испортиться. К тому же дома в Полтаве Богдана ждала беременная жена. Ей до родов оставались считанные дни. Но механик заниматься ремонтом отказался. Рабочий день подошел к концу. Обещал начать завтра с утра. Неожиданно прервал разговор. Увидел знакомую девушку, похоже, тоже работницу этого автопредприятия. Предложил ее провести, но девушка отказала. Механик расстроился, тем более, что водитель стал свидетелем его унижения. Поэтому, когда Богдан снова стал просить немедленно начать ремонт машины, Александр ответил грубо и даже полез в драку. Мужчин разняли. Александр побежал за девушкой. Полтавский водитель понял, что уговаривать бесполезно. Пошел в общежитие для транзитных водителей, где ему выделили место, и лег спать. А девушке почти ничего не мог сказать. Красивая, высокая блондинка, одета модно. Механик звал ее Алей. Как полтавчанин уходил с автобазы, видел водитель Никита Горский. Он со вчерашнего дня сам хотел поговорить с механиком. На его машине скрипел правый сайлент-блок. Но вечером его не застал, а сегодня утром узнал о трагедии. Показания Никиты не могли быть точным доказательством невиновности Богдана. Он ушел, но мог вернуться. Сомнения сыщиков подтвердил директор автобазы. Он не сомневался, Александра убил заезжий водитель. Директор слышал, как парень злится из-за того, что ему придется задержаться и ждать начала ремонта до утра. Кричал, что потеряет не меньше суток, и полез в драку. Директор сам разнимал мужчин. Он доказывал, что инициатором драки был именно полтавский водитель, который никак не мог успокоиться. Следователь показал директору автобазы коробочку от зажигалки «Имка» и надпись «Дорогому другу Саньку от Вити». Директор знал, кто такой Витя. Друг убитого, шофер Иванченко. Он подарил зажигалку Александру на день рождения. Механик очень дорожил зажигалкой, всегда носил с собой, а когда работал, клал ее в коробочку. О дорогом подарке знала вся автобаза. История «Имка», которую считают одной из старейших компаний по производству зажигалок, началась в 1907 году в Вене с создания фабрики по изготовлению пуговиц и фурнитуры для нужд австрийской армии. Первая мировая война дала возможность Юлиусу Мейстеру расширить ассортимент производства. Он сделал ставку на зажигалки и попал в точку. В 1918 году вышла первая зажигалка, которая называлась «Имка Ифа». В 1937 году была разработана модель «Имка Триплекс Супер» с никелевым покрытием. Во время Второй мировой войны такие официально поставляли в вермахт. Зажигалка стала чуть ли не самым популярным трофеем советских солдат, которые прозвали зажигалку «вдовушкой» за то, что находили зажигалки в карманах убитых немецких военных.
Директор настаивал, необходимо обыскать полтавского водителя. Он был уверен, что у него найдут зажигалку. К этому времени сыщики уже выяснили у Богдана алиби. В общежитии подтвердили, что он пришел туда в 6:30, когда Александр Воробей был еще жив. Директор знал, за кем вчера вечером побежал Александр. Высокая блондинка Алевтина Чижова, нарядчица их предприятия. На автобазе все знали, что у Алевтины и Александра взаимная симпатия и роман. Убийство механика на Харьковской автобазе. Утром водитель из Полтавы, который ждал ремонта своего грузовика, обнаружил тело Александра Воробья в смотровой яме. Он умер от ударов монтировкой по голове. На месте преступления нашли кровавый след от обуви 42-го размера. Вероятно, похищена зажигалка «Имка», которой убитый очень дорожил. Подозреваемый в преступлении водитель Богдан Куцик утверждает, что ушел ночевать в общежитие, как только увидел, что механик побежал вслед за девушкой, нарядчицей Алевтиной Чижовой. Алевтине только что сообщили о смерти Александра. Она подтвердила, что еще месяц назад была с ним в отношениях, но потом стали возникать ссоры, и они расстались, не сошлись характерами. Уверяла, что нового возлюбленного у нее нет. И зла Александру она не желала. Советовала следователю присмотреться к водителю их предприятия Виктору Иванченко. Вчера вечером Алевтина встретила Виктора у автобазы. Это показалось ей странным, поскольку он был на больничном. Алевтина задала Иванченко вопрос, зачем он пришел на работу. Виктор объяснил, что хочет забрать книгу, которую забыл в машине под сиденьем. Пока болеет, есть время почитать. Алевтина сообщила, что раньше ребята были друзьями, но поссорились. Виктор даже жалел, что подарил Александру дорогую зажигалку. Причина ссоры – частый ремонт машины Иванченко. Водитель хорошо зарабатывал дополнительными ходками. Машину свою эксплуатировал выше нормы. Поэтому и ремонта она требовала чаще, чем у других. Получалось, что механику больше работы, а дополнительные деньги он за это не получает. Сказал водителю, что заработком надо делиться. Виктору это предложение не понравилось. Нарядчица знала, что нелегальную работу Иванченко получал от директора автобазы. Она никогда бы этого не рассказала детективам, но хотела, чтобы они нашли виновного в смерти Александра. Махинациями занимался директор автобазы. Он давал машину для незаконной перевозки асфальта в соседний колхоз. Оформлял наряд на одну ходку, и по этому документу Виктор в день делал 5 ходок. Деньги шли мимо кассы. Александр требовал от директора свою долю. В противном случае угрожал сообщить о махинациях в следственные органы. Чтобы проверить информацию, детектив поехал в село, куда возили асфальт. Председатель местного колхоза подтвердил, покупал асфальт на законных основаниях. У колхоза есть наличные деньги, ими и расплачивается. Председатель сообщил, в ближайшее время хотят заасфальтировать еще несколько улиц. Документы на сделку у него были в порядке, все учтено. Детектив понимал, что председатель обо всех махинациях догадывался, но прямого отношения к ним он не имел и формально перед законом был чист. Имея на руках все документы, сыщики отправились домой к больному водителю Иванченко. Тот и не думал скрывать, что делал неучтенные ходки. Все валил на директора, мол, выполнял то, что ему говорили. По словам Виктора, с Александром в тот вечер он даже не разговаривал. Когда Виктор вошел на территорию автобазы, увидел драку. Вмешиваться не стал. Бочком прошел к кабине своей машины, взял книгу и ушел. Не очень хотел, чтобы его видели. На больничном надо дома сидеть, а не по улице разгуливать. На вопрос, какой у него размер обуви, Виктор ответил – 42-й. Кровавый след именно такого размера нашли на месте преступления. Сыщик взял на экспертизу обувь Иванченко. Убийство механика на Харьковской автобазе. Утром тело Александра Воробья обнаружили в смотровой яме. Стало известно, Александр вымогал деньги у одного из водителей, который получал незаконный доход. Организатором схемы был директор автобазы. И водителю, и директору нужно было, чтобы Александр замолчал навсегда. К
К директору автобазы сыщики пришли с документами, которые подтверждали его махинации. Прижатый фактами, он признал свои экономические нарушения, но свою причастность к убийству категорически отрицал. Александр действительно приходил к нему и требовал дополнительные деньги, угрожал, что сообщит правоохранителям о неучтенных ходках. Но вопрос они в итоге решили мирно. Директор обещал в конце месяца выписать Александру большую премию, а по итогам года дополнительную месячную зарплату. Александр ушел удовлетворенным. В подтверждении своих слов директор готов был отвезти сыщика в бухгалтерию. Там уже готова ведомость на премию, и детектив может сам убедиться. Александр в этом списке есть. Директора ожидала жесткая финансовая проверка, но эта история уже никак не касалась убийства. Вскоре пришли результаты экспертизы обуви шофера Иванченко. На одной туфле были частицы крови по группе и резусу, совпавшие с кровью Александра Воробья. Отпечатки кровавых следов, оставленных около смотровой ямы, совпали со следами туфель Виктора. Это были серьезные улики. Водителю предстояло объяснить, почему Виктор врал, говоря, что не видел мертвого Александра. В его грузовике нашли несколько кусков ткани. Они были похожи на лоскуток с места преступления. Это были остатки раскроя. Виктор признался. Да, еще вечером он видел убитого Александра, но он его не убивал. В тот вечер он действительно пришел за книгой. Зашел в ремонтный бокс и увидел в яме мертвого Александра. Хотел звать на помощь, но испугался. Многие знают, что они конфликтовали. Его обвинят в убийстве. Решил тихо уйти. Даже не заметил, как вступил в кровь. Спокойно проанализировать ситуацию смог только дома. Вспомнил, что на входе в предприятие его видела Алевтина, но теперь пришлось бы объяснять, почему скрылся. Откуда похожие обрезки ткани, объяснил просто. Алевтина увлекается шитьем. Обрезки отдавала Александру, он делился с другом. Тряпки для водителя всегда нужны. В ходе своего рассказа Виктор обмолвился, что Алевтина бросила Александра ради нового кавалера. Кто он, Виктор не знал. Конечно, все это могло быть выдумкой, но сыщик вспомнил. Алевтина говорила, что нового ухажера у нее нет, и что с Александром они расстались, потому что не сошлись характерами. Детективы отправились к нарядчице домой, к ней накопились вопросы. Девушки дома не оказалось, но из разговора с соседкой они узнали, что мужчина у нее точно есть. Соседка его видела неделю назад. У нее создалось впечатление, что Алевтина старается свои новые отношения не афишировать. Женщина запомнила внешность парня. Высокий, волосы рыжие, на затылке залысина, через плечо носит военный планшет. Сыщик вспомнил. Разговаривал с рыжим высоким водителем. Он даже вспомнил его имя – Никита Горский. Парень хотел заменить правый сайлент-блок. Через плечо у него висел армейский планшет. Детективы решили не ждать возвращения Алевтины домой. Нужно было найти и допросить Никиту Горского. Сыщики застали парня во дворе автобазы. Следователь сделал вид, что выпачкал руку и попросил у шофера ветошь. Горский вынес ему лоскуток, аналогичный тому, который нашли возле убитого механика. Сыщик сообщил Горскому, что машину Никиты проверили. Правый сайлент-блок не требовал замены. Парень соврал. Для чего? Прижатый вопросами Горский попытался скрыться и этим сразу себя выдал. Во время допроса Горский сначала все отрицал, но соседка Чижовой подтвердила, что именно Никита приходил к Алевтине, да и сама Алевтина призналась, что бросила Александра ради Горского. Но главным доказательством стала зажигалка, которую нашли у него дома. Горскому показали результаты проведенной дактилоскопической экспертизы. На зажигалке были отпечатки пальцев Александра Воробья и Горского и частицы крови убитого. Горский стал давать показания. Он рассказал, что они с Алевтиной полюбили друг друга, но вынуждены были скрывать свои отношения, так как Горский женат. Тесть Горского влиятельный человек в руководстве города. Никита его боялся. А тут еще Александр продолжал добиваться внимания Алевтины. Вот Горский и решил поговорить с ним, чтоб оставил девушку в покое. Убивать механика он не хотел. Никита знал, что Александр задержался на работе. Пришел в бокс, признался, что у них с Алевтиной любовь, просил не мешать. Механик возмутился. Горский женат, морочит голову девушке.
А вот Александр был готов жениться. Механик накинулся на Горского. Завязалась драка, но Горский был сильнее. Александр сказал, что пойдет к жене Никиты и все ей расскажет. Горский испугался. Он схватил монтировку и стал наносить удары. Увидел выпавшую из кармана Александра зажигалку и не удержался. Забрал. Дорогая вещь. Всегда завидовал. Тело затянул в яму. Следы на монтировке вытер обрезком ткани. За убийство Никиту Горского приговорили к 12 годам лишения свободы.